Здравствуйте, мои любимые. Тере-тере вам всем из Эстонии, из Таллина. Меня зовут Яна, и сегодняшнее видео я бы хотела начать с небольшого объявления. Скоро в Эстонии День матери. Самое главное слово в нашей жизни – слово «мама». Я хочу рассказать вам о концерте, который состоится 4 мая в 16:00 в Русском драматическом театре. Называется этот концерт «Мама жизнь подарила». Это не просто концерт, это благотворительный концерт в помощь детям с особыми потребностями. В этот день сцена наполнится светом любви и доброты. Актриса Лариса Саванкова, человек редчайшей душевной щедрости, приглашает нас и вас на концерт, посвященный самому главному слову «мама». Песни, стихи, музыка, танцы, наполненные теплом материнского сердца, оживут на сцене ради самой главной цели – помочь особым детям. Каждое ваше присутствие – это шаг к чьей-то улыбке, к надежде, к жизни. Все собранные средства от этого концерта будут направлены детям с особыми потребностями. Приходите, слушайте, чувствуйте, делитесь добром. Пусть в этот день добро звучит громче всего. До встречи в Русском драматическом театре 4 мая в 16:00. Вот с такой чудесной, доброй ноты мы начали сегодня с вами видео. А теперь перейдем к нашим темам. Значит, сегодня у меня снова отчетный день. Прошла еще одна неделя. Я в смысле о том, что похудение наша тема. Кто не знает, я все худею. Все худею. Так, значит, еще одна неделя. И какие же у нас с вами итоги? А за неделю я сбросила минус килограмм 400. Ура, я довольна. Хороший результат. А общий минус у нас с вами уже минус 6800. 6 килограмм 800 грамм. Неплохо. Двигаемся с вами дальше в том же стиле, темпе. Какие отвесы у вас, какие у вас, может быть, сложности, может быть, какие-то вопросы, может быть, какие-то, чем-то хотите поделиться, что-то не выдержать где-то, или тяга к одному, к другому, к третьему, к сладкому, может быть, или какие-то проблемы, или, может быть, у вас очень все легко и уходит гораздо больше. Пишите ваши отвесы, ваши результаты, даже, может быть, если не все получается, все равно пишите. Вместе всегда лучше скидывается. Это доказано. Значит так, сегодня мы с вами будем делать десерт, о котором я мечтала неделю. Всю неделю мечтала об этом десерте. Не потому, что его почему-то нельзя, или как-то не доходили руки, потому что очень высокая занятость, но никак мне, никак. Не вот. Сегодня будем запекать груши. Мечтала о запеченных грушах. Не о беляшах мечтала, не о пирожных, а о запеченных грушах. Докатилась. Перестройка начинается уже, ей-богу, в голове, поэтому я уже хочу запеченных груш. Значит, что мы с вами делаем? Хочу, девочки, мальчики, запечь 2 груши. Неделю об этом мечтала, и все никак не собраться. Вот у меня обычная конференц-груша. Я ее вот так вот вдоль. Формочку тут себе лично. Никому не дам. Сердцевинку вынимаем. Я беру ложечку вот эту для мороженого. И вот так середку эту вот вынимаю. И теперь в эту дырочку хочу немножко сыра с синей плесенью. И мед чуть-чуть, ну, буквально. И грецкий орешек. И вот это вот все запечь. Вот хочу, не могу. Вот такой вот. Ну, вот такой сыр с синей плесенью Дор-Блю у меня есть в холодильнике. Еще у меня в холодильнике помидоры, колбаса Дор-Блю. И морковка тоже начинает уже Дор-Блю. И такой вот кусочек сюда в эту лунку.
Чтобы плесень зря не пропадать, Да. засунем ее. Да, сделаем из нее деликатесное блюдо. Ну, вот так вот, да? Понимаете, красивенько ее туда. И сверху чуть-чуть мед, грецкий орех. И запекаться в духовку. Вот такой мед у меня есть эстонский. Сейчас немножко мед на этот сыр, на грушу. Духовку разогрела 190-100-200. А он не жидкий. Это сочетание вот сыра с плесенью, мед, орех, груша сочная. Это так вкусно, что я вот прям не могу. И что-то я так вот хотела, все хотела. Вот так вот. Ну, поняли меня. И сверху немножко грецких орехов. Чуть-чуть. Грецкие орехи очень полезны. Да, у него форма мозга, если ты заметил, дорогой. Вот так. Сколько там извилин? Много, Вася. Даже у орехов. Да. Да. Будешь О, умный, видите? как орех. Да. Говорят, что когда у вас проблемы с мозгом, ешьте продукт, похожий на больной орган. В данном случае вот грецкий орех бы я посоветовала. Там вот язык, когда язык, там, не знаю. А если будешь есть только лесные орехи? Да, будешь похож на белку. Да. А если будешь только рыбу, значит там, будет ум как у рыбки. Там ни одной извилины нет. Одна есть и так прямая. Переходящая в прямую кишку. Как ты хорошо разбираешься в мозге. В орехах. Ой, извините, я задумалась. Все, в общем, и мы теперь это в духовку. Это будет мой такой вот десерт, вот кофе. Ну, кому кто-нибудь придет угощаться, естественно. Вот уже сидят, ждут, нюхают. Испеклись груши. Теперь чуть-чуть сахарной пудры. Вот так вот. И все, можно кушать. Это очень вкусно. Кофе, десерт замечательный. Сочные. Знаете, какие они? Они очень-очень вкусные. Рекомендую. Ну, груша же объедение. Это пахнет так. Знаете, я еще подумала, надо было бы, может быть, туда корицы или ну что-то такое, в общем, да. А вот, кстати, знаете, я хотела о чем с вами поговорить. Вопрос такой. Вкусно. Пахнет так. Вопрос такой, вот как вы относитесь к продуктам так называемых био? А у нас, например, есть даже целые магазины, которые называются биомаркет. Вот, допустим, да, и вот там все продукты якобы или по-настоящему экологически чистые. Но вот как вы считаете, вот там помидоры лежат и в магазине лежат, там бананы продаются в этом био и обычные продаются. Все-таки есть между ними разница, они выращены при каком-то другом воздухе, климате, в почве, или вот как вы относитесь ко всему этому? Понятно, что там какие-то крупы, которые стоят в обычных магазинах, просто в этих магазинах био, они как бы сконцентрированы, эти продукты, их не надо бегать по торговому залу в обычного супермаркета и их искать. И, кстати, у нас такой магазин тоже есть, например, на рынке у Балтийского вокзала есть вот такой биомаркет, туда я тоже зашла и посмотрела, что там за цены, какие там товары. Давайте пока я вот тут буду груши лакомиться, мы вместе с вами посмотрим, что продается в этом биомаркете. И напишите свое мнение по этому поводу. На Балтийском рынке есть биомаркет. Это такой магазин, в котором заявлено, что все экологически чистое, без добавок, без ешек, без красителей, без всего. И здесь огромный выбор, начиная всего с чаев, кофеев, конфет, орехов. Здесь можно, наверное, все попробовать, что ли. Всякие вот эти семена можно набрать с собой, ну, купить на фрукты, и все написано о том, что это все био.
Все эко, экологически. Где они так выращивали, что они все эко, этого я не знаю. 3 евро 45 центов. 2,95 лимоны. Бананы экологические. Вот тут вот минус 50% спрашивать у продавца. А так эти экологические чистые бананы стоят 2,75 в евро, в евро, да, а то так минус 50%. Продавец вам скажет. Помидорчики по 8 евро, паприка по 7. Но видите сами цены. Киви по 6, потому что они все экологически чистые. Наверное, растут как-то определенно. Всякие семена, крупы, мука, там, грубого помола и так далее. То есть гречневая мука, гречка какая-то экологически чистая. Ну, здесь просто так написано. Потом не начинайте мне писать, что я там выдаю желаемое за действительное. Это я читаю то, что написано на упаковках. Кетчупы, наверное, все без добавок. Органические, то есть из помидоров тут ничего не должно быть больше. В составе вода, томатная паста, крахмал кукурузный, винные адикас, уксус, соль, натуральная приправа. Петерсель, наверное, и все. Ну, то есть вот такие составы чистые здесь все. Сухие завтраки, смеси для блинов, оливковые и сезам масла, приправы. Есть за 10,45 канапи, конопляное масло. Это большое содержание омега-3. Тоже для чего, куда, кого. 10,45 сейчас со скидкой. Кокосовое масло 9,85. Авокадо масло, оливковые масла. Так, и в холодильнике что-то. И люди, знаете, набирают корзины прям полные. Колбаски по 19,60 за килограмм. Тоже органические все колбаски, не знаю. Наверное, коровы на определенном питании. Молочка вся с хуторов, вот с наших эстонских хуторов я вот вижу. Названия хуторов наших эстонских. Паюма и все вот они там, да. Но это действительно, я там была, они, да, производят, коровы пасутся, и там действительно все это натурель. Тут замороженные овощи и прочее. Био сметана за евро 59, 20%. Йогурты. Еще минус 50% огурцы, горох, мандарины, яблоки, перчик. Здесь такое вяленькое тоже. Но к тому, что если по цене кому-то что-то надо, то заморозка. Детское питание, вроде как я понимаю. И вот здесь люди берут. То мне говорите, мне что здесь никого не было. Было. Пищевые добавки. Здесь тоже витамины вижу. Сладости всякие. С чиа 70% горький шоколад. Это, в принципе, для тех, кто на диете, очень хороший. 75 даже. 3 евро 49 центов 60 грамм. О, уже забирают. Видали? Вот так. Здесь сушеные эти фрукты, как бы, да, семена и так далее. Конфеты. Наверное, даже выпечка есть. Да. Выпечка тоже. Хлеб. Вот это все. Минус 25%. Здесь есть и по скидке что-то. И экологически чистый ржаной хлеб, например. Цена 5 евро 65 центов. Вот эта штучка. Половинка, что ли? Нет, целый 5,65. А здесь еще из косметики. Мыло, кремы и что-то по уходу за телом. Мыло пахнет хорошо. Ой, вот такое 7,40 разного цвета. И химия домашняя, тоже экологически чистая вся. Огромный выбор БАДов. Пробиотики, БАДы для кишечника, витамины и так далее. Есть что посмотреть. Вот такой вот магазин. Жду вашего мнения. А еще будем
будем делать салат с креветками. Тоже его обожаю. Это у меня идет на второй прием пищи. Этот салат. Я стараюсь питаться 2 раза в день. У меня интервальное голодание, плюс ко всему этому колоражу. И как-то вот на мне это хорошо работает. Значит, ну, груши у нас такие были, скажем, к кофе. Можно их в первой половине дня, все-таки желательно фрукты, да? Вот, на второй прием пищи, часов на 16, вот мой салат. Делаю себе зеленый салат, о котором вам говорила. Значит, здесь шпинат, руккола, потом какие-то тламба-салат, черри-помидорчики. Теперь туда несколько своих любимых оливочек из турецкого магазина Али Маркет. Вот эти на гриле сюда. И оливковым маслом сбрызну. Оливковое масло вот такое 0,3 кислотность. Нашла его. Вот кто-то говорил, что не пишут. Да, не пишут у нас почти нигде на этом масле оливковом вот эту кислотность. А это нас вот зрительница учила. Значит так. И потом креветочки наверх. Ай, мои любимые. Пришла машина, слава богу, привезли. Ну вот таких штучки 3 сюда. 4 положу. Ну вот так. И сюда же вот креветки жареные. Оливковое масло я уже добавила. Ну, вот так вот. Масло там на дне. Ну, я немножко, чайную ложечку. Ну, в общем, вы поняли. Все. В общем, вот такой салат, такие груши. На сегодня все. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всего вам светлого, доброго и хорошего. И еще раз напоминаю вам о концерте 4 мая в 16:00. Мама жизнь подарила. Приходите, пожалуйста, покупайте билетики, приходите, слушайте замечательный концерт. Просто такая атмосфера добра и какой-то семьи царит в этом зале. Пробегают эти 2 часа незаметно. Лариса, конечно, отдает всю душу, вкладывает в этот концерт подготовку. Я представляю, насколько она, даже не представляю, насколько она всегда устает. Она никогда не говорит о том, что устает. В общем, она, конечно, огромной души человек, и низкий ей поклон за такую организацию, за такое доброе дело. Все, каллистен армастен вас всех, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а те, кто худеет, желаю тем минуса на весах. Я так, каллистен армастен. Ну, это безумно вкусно. Вот эти оливки можно есть отдельно стоя. Они вот гриль, прямо гриль чувствуется, но это очень вкусно.